Третьему уровню у нас заключительное занятие, закрытие третьего уровня, воин-лидер. На предыдущих занятиях мы рассмотрели то, что касается лепестков, да, манипуры, третий уровень, дальше внутренние символики. И сегодня, да, в продолжении этой темы, да, остальные вопросы, которые касаются в большей степени роли человека третьего уровня. В целом, ключевые вопросы можно разделить на две части. Это отношение к целям, цели, отношение к ним, и что такое честь, да? Отношение человека третьего уровня. Если рассмотреть, скажем, первый уровень, ну, человек там мало изменяется, на него влияют обстоятельства. Второй уровень – это уже живчик, да, ему нужны в основном финансовые цели, да, и так, чтобы жизнь была комфортной, и он ищет, где есть возможность получить там прибыль ту или иную, да, он более подвижен. Мотивация человека третьего уровня, его система убеждений, поступки, они качественно другие, да, то есть это воин, воин – это сила, да, в целом, что такое человек третьего уровня? Это человек, который идет за силой, который наращивает силу. Не обязательно для этого сражаться, как бы выходить с мечом на поединок с физическим там противником. Да, это самим собой, чтобы слабость исчезла. Это сражаться за достижение в этом мире, да, чтобы то, что раньше было запретным, недоступным, неспособен, стало доступным, возможным. Да, это побеждать свои слабости и покорять все новые и новые и новые вершины. Если у человека этого заряда нет, на третий уровень по ключевой системе мотивов он не вышел. Когда он довольствуется или ждет, он не вышел на третий уровень по способам своего мышления. А третий уровень человек жаждет действий, да, вызовов, и ему нужны новые результаты. Его жизнь должна быть плотной, да, чтобы ни одну минуту жизни он не потерял просто так. Ему нужно покорение новых вершин. Да? Поэтому эта сила, внутренняя сила, которая постоянно нарабатывается, она должна побеждать. Да? Это растущая сила. Это воин и лидер. Лидер – это влияние. Влияние и способность запускать процессы. Это жизненные роли у человека третьего уровня. В целом, на чем эти роли держатся? Да, первое – это система убеждений. И сами убеждения, и сила убеждений. Да, если третий уровень, то первый уровень действия, там тоже есть вера. Но в основном человек осваивает действия на втором уровне. Вот все, что касается внешней подачи и внешнего, да, имидж, манеры, там, дипломатия, этика, да, взаимодействие. Устанавливать дружественные, партнерские связи, поддерживать и развивать их. Да? Третий уровень – это внутренний мир и взаимодействие с тонким миром. Да? Поэтому то, что у человека находится внутри, по сравнению с человеком первого и второго уровня, это небо и земля. Да? Не придет человеку первого-второго уровня, предположим, честь дороже жизни. Вот не придет ему это в голову. Вот не придет. Да? Там вопрос, сколько это стоит, да, если это второй уровень. А для третьего уровня честь – это что? Это состояние твоей души. У него есть ценность своей души. У человека ценности души нет. Ну, скажем, маленький в духовном плане, там, мальчик или девочка, у него нет ценности души. Поэтому может безобразно относиться к себе, да, быть невежливым, неопрятным, да, допускать какие-то нарушения духовных законов. Он безобразно относится к себе, да, потому что вот нет у него такого глубокого отношения к закону, что это же состояние твоей души. Да? Поэтому позиция силы, да, позиция лидерства основана на убеждениях, которые на порядок сильнее. Они имеют мощную духовную основу, которая не имеет в полной мере человек первого-второго уровня. Да? Соответствующие личные качества
Да, ведь человек, его уважают, да, вот лидера его слушают, и люди там, и те, кто рядом, и более низких уровней, они чувствуют в нем силу, да, чувствуют в нем власть, чувствуют, что за ним правда, да, что ему боги помогают. Почему? Потому что сформированные качества убеждения, они у него реально работают. Ну и третье, на чем держится, это навыки управления. Да, управление – это отдельная сфера знаний, да, и человек этому учится, и он этим владеет. Он может организовывать и запускать процессы, в отличие от других людей, которые этого не могут делать, не понимают. Он знает, что такое цели, планы, там, распределение функций, постановка задачи, контроль, требовательность, дисциплина. Это у него в крови, и он может это организовать. Но в целом, для чего живет человек? Самое важное, Бог и твоя душа. Да, чтобы ты мог рассчитывать на любовь и покровительство высших сил, что ты должен идти по пути служения. Это преданность Богу. Нет служения. Какое отношение к Богу? Потребительское, потребители. А это человек-служитель, это его преданность Богу. Да? Смысл жизни – исполнить свой долг, понять, ради чего ты живешь, и исполнить свой долг. Да? Тогда ты свою миссию на земле выполняешь. Если ты не способен исполнить свой долг, ну ты точно не воин. Когда человек на третьем уровне, у него же цели должны быть третьего уровня, действия должны быть третьего уровня. Он жаждет действовать, сражаться и побеждать, поднимать планку, достигать результата. А когда человек целички такие маленькие ставит, он съезжает с третьего уровня. Приподнялся типа воин и шлепнулся к обывателям. Приподнялся типа воин и шлепнулся к обывателям. Да, поэтому одно, то, что касается целей, если человек не выходит по сути целей жизни, по отношению к ним, это же должна быть высокая нота и долг перед Богом. А когда человек все это опошляет обывательством, он уже не может быть духовным человеком в высоком смысле этого слова. Для него еда дороже, чем честь, чем долг. Он переходит в разряд потребитель, обыкновенный, мелкотурный, пакостный. Он переходит в этот разряд. Да, поэтому одно – это цель, второе – это честь. Да, это благородство, это уважать себя, уважать других людей, следить за собой, разумеется. Да, что такое честь? Это то, что мы сказали. Это чистота, это состояние души, это ее чистота. Когда человек совершает что-то некорректное, недостойное, неблагородное, бесчестное, его душа разрушается. Да? Потому что человек третьего уровня – это человек чести, он благороден, он следует определенному кодексу. Если поединок, так честно, побеждать честно, чтобы это не вызывало у кого-либо вопросов.